Привет, друзья! Я Кузьмич. Сейчас я расскажу вам про армию. Попал я туда случайно, потому что на свой военный учетный стол на 29 апреля напился, а был записан на демонстрацию 1 мая. А мне принесли повестку в 9 часов утра на дом явиться в военкомат. Думаю, пойду, у меня что, потому что у нас военно-учетный стол свой. В армии я, как говорится, не подлежал. Ну, а мы тут поддали 29-го одной подруге. И потом поехали в Одинцово. Военкомат пришел, говорит, вам предварительная явка 3 числа, 3 мая. И мы в Одинцово уехали, там гульнули. Вот. А 3 предварительная явка. Ну, приехали 2-го, там Женька, Валерка Погонин, сестра домой пришли. Вот. А 3-го в 9 часов пошли мы в военкомат. Ну, это начало следующее. Я сейчас вот что вспоминаю Ваню. Ну, привезли на Угрешку, водки было, конфеты там. А я хотел в железнодорожные войска. А в 143-й командной, это Владимиру Учебку, но я загулял маленько там. Сижу один уже на Угрешке. Ну и ко мне подходит там капитан, говорит, а ты что сидишь здесь? Вызывает, а ты один сидишь на площади там. Был как в железнодорожные войска хочу. В железнодорожные войска после 15 мая. Ну, пошел я в свою 143-ю команду, пришел, а там уже набрали. Вот. Набрали. И полковник говорит, ну я тебе, говорит, службу устрою. Ну и все. Ну это, как говорится, вспоминает там с приколами. Вот. Ну, самое главное, попадая в это, нас по залам развели, и вечером подъем, сдвинули лапки, там такие лавки. А у меня выпить хорошо было, потому что меня не обыскивали на Угрешке, почему-то не знаю. Вот. Ну, домой до Сова, домой до Сова. Я уже кричу, может, и мне домой-то что-то ехать, пешком могу дойти. А в 3 часа ночи поднимает, и в отдельной там комнате сидят Тихоокеанский флот на столе. И с черным погоном, с черным погоном. Говорю, ну, немножко там притусовался, думаю, 3 года служить что-то не хочется. Тут уже передумал служить. Ой. Ну ладно, это здесь потом еще расскажу, как призвали, почему и как. И... Короче, выстроили нас в 3 часа ночи. Тихоокеанский флот, ну и синий погон, ой, черный погон, синий.
Ну, я так шуткой говорю, в столе. Говорю, ну, если служить так, мне куда-нибудь типа Одессы, Ялты. А он говорит, ох, еще южнее будешь служить. Ну, все, отбой, там, по комнате, где кто куда мы. И попадаю я, ну, в комнату. Утром подъем, встали, построить. И оказался я 11 человек с высшим образованием, и я один со средним образованием. Ну, я говорю, ну куда? Вот, ну, в учебку в Калинин, а потом на юг поедешь. Весь анекдот в том, когда кормить пенсию, но у всех свое. Ну, сажает нас в автобус и везут в Домодедово. Ну, я говорю, как в Калинин с Домодедово полетит самолет. Я все понял. Потом, ну, выпить у меня оставалось, на ночь пил, втихаря просто. Ну, ну, в общем, сажает нас в самолет. Вот тут Южно-Сахалинск. Вот тебе сержант, который с нами был. Я говорю, он говорит, да южнее, ты же просил южнее. Вернее, на юг. А это еще южнее. Ну, взлетели, ладно. Это, круг сделали, опять сели. Ну ладно, в 9 часов следующий, правда, ночь пропьянствовал хорошо. Это другой разговор. Ну и прилетаю в Южно-Сахалинск. Этих в Челябинске высадили, они с высшим образованием, а я один со средним образованием. Ну ладно, Хомутово, там аэропорт, вышел, ну, перевел ссылочку на команду. Сержант говорит, у тебя почерк хороший, я тебя в дивизию писарем вместо, он сам писарь вместо себя. И ушли они в дивизию, а это пересылка прям в аэропорта рядом. Ну, ну сижу один, сержант там играет, ну, сарачек. На улице сижу, там яма, холодно, там в это время на сопках снег. Сижу. Пошел в аэропорт, взял еще бутылку коньяка, закуска мне курица, там конфеты, мишка на север, по тем временам колбаса, сервелат. Ну это, ну, сижу, никому я не нужен, эти про меня забыли, а там такая, я, ну, там убирали, солдаты убирали, ну, такая небольшая, типа, избушка, казармочка. Сижу, и вдруг ведут с Красноярска ребят. Ну, солдаты, будущие. И тут уже покупатели появились. Ну, анекдот-то вещь в том. Там музыканты, киномеханики. Но я раз там
киномеханики есть. Я москвич, нафиг. Иди отсюда. Потом еще прилетели уже с Хабаровска. Тоже. И вот целый день мурыжили. Я говорю, москвич. Я один с Москвы, с европейской части был. Москвич. Все. Я говорю, если я не нужен, подполковник подошел так. Я говорю, если я вам не нужен, деньги у меня есть, 191 рубль стоил до Москвы. Я сяду и домой полечу. А там прапорщик, сытник. Он там долго на меня смотрел. Ну что, все отказываются от меня. Вот, ну ладно, я тебя к себе возьму. Ну, все, вечером набрали сколько? Один в этом. Баранасик Леонида, а вторая команда Смирных, ну это там аэродромный. Ну и привезли меня в Леонидово. Один, единственный. Это было 6 мая. Один единственный. Ну, правда, сержанты Цой, они местные, корейцы. Ким и Цой. Ну, вот, понимали, вот, они безвылазно там, потому что они корейцы, там, ну, это говорит, я тебя возьму. Это во втором, другой в третьем дивизии. Это в поселке. Да. И потом привезли ребят. И распределили. А им курс молодого бойца, там, карантин. А мне что-то карантин не сделали, ничего. И отправили меня в первый дивизион Пенькоград. И кое-что я там пропущу. Приехал, а у нас майор, он с Белой дачи, с Москвы. Со средним образованием, еще машинист. И он меня забирает к себе. Первый дивизион. Пенькоград назывался. Это 30 километров от Леонидова, от горы Возвращения. Все, там нету кругом поселка. Есть ближайший поселок, там Забайкалье, так он называется. Там колхоз. И вот туда идти только по узколейке. Ну, все, привезли туда. Но там потом расскажу я почему. И 14 мая меня назначает начальник дизель-электростанции. Это должность прапорщика тогда. Ну и вот тут моя жизнь начала. Армия для меня очень, я с таким уважением вспоминаю, не то что с уважением, с любовью. 18 человек у меня в подчинении. Кому уже на дембель идти, у меня в подчинении. Да еще они говорят, Москва, уже
должность такую имеет. Эх. И, ну, дизеля, конечно, а я начальник. 6 дизелей и 2 кабины. РВ, РКУ и резервный. 18 человек у меня в подчинении, если у офицеров, вот, кабина А, там 9 человек. Но это же командные. Они операторы ручного сопровождения. Это комплекс, он старенький, он в Вьетнаме работал, но здесь совсем в России по-другому. Вот, там Десна 12 были, а это В. Ну, С-75, как сейчас говорят. Ее уже, наверное, с вооружений сняли. Ну, я вот такие пока приколы. Потом даже расскажу, когда вот как в армию пошел с приколами. Ай, не то, что смешно ушел, но это другой. А там понеслась. У меня свободный выход. Начальник дизель электростанции. А электрик, ну, он колхоз. А это Сахалинэнерго, там на проводах все. Ну, и ходил в самоволку. Ну, как в самоволку? В магазин. Это 18 километров ближайший поселок, ближайший обратно. Ближайший поселок Забайкалец и Смирных. А по дороге нельзя было, там еще и японцы когда-то построили, там из лестницы все. И же у скалей они же построили. Ну, по скалейке идешь, а там эти ВАИ, патруль, вернее, тогда ВАИ не было, а патруль. И вот по шпалам идешь, по скалейке. Тоже надо шаг рассчитать. А выходил я как? Я дежурному офицеру говорю, я пошел проверять линии. Да и пошел потихонечку. Но не после завтрака развод, после развода я на станцию иду, а после станции днем оставляю за себя, а дежурному говорил, я пошел линии проверить, высоковольтные линии. А сам пошел потихонечку туда, к обеду возвращался. Ну что, денежка была, с Москвы присылали. Вот, и я получал 23 рубля 50 копеек. Потом задолженность. Вот. В общем, у меня 50 рублей 50 копеек выходило в месяц. Должность оплачивал. Солдат получал 3,90. Там 3 рубля 90 копеек. Чуть повыше. Вот. Сержант побольше. А я получал 53 рубля с копейками. Притом с Москвы присылали. Ну, хватало. Если, ну, водка там стоила, ну, это другое дело. Ну, пошел, пришел, тихо, спокойно в дизеля сел в кабину. Всех дизелистов отпустил и потихонечку
Ну, если были у меня знакомые с Поронайска. Знакомые. Не знаю, вот почему-то я с ними, а там есть такая ягода, лоповка называется. Как она, забыл уже, как по-научному называется. Вот такая вода делалась в Южно-Сахалинске. Называлась горный воздух. Но собирали его, вот, японцы, когда уходили, сошли. Ну, ладно, пошли. Ой. Это телки приезжали. Даже, блин, командир дивизиона. Нихуя, говорю, Кузьмич, тебя на посту вызывает. Ну, там тоже метров 800. Так, эти, ну как сказать, вот эти времена, да, и вся армия у меня, вот я с удовольствием о ней вспоминаю, вот дурак тогда не остался на прапорщика, 700 рублей по тем временам. Ну, в Москву захотел. Что-то, с одной стороны, я говорю, что здесь делать? Ой, приезжали. И всегда я набирал команду собирать картошку. Вот забайкались, потому что сухая картошка была, но мы никогда ее не ели, картошку сухую. У нас всегда была своя картошка, капуста своя, потому что закос ездили. А у нас в дивизионе всего 64 человека. Успевали. Но это, ладно, это вроде как мелочи жизни. Вот. Но боевую работу мы знали. Очень хорошо. Потому что нас дрючили, как я сказал одному певцу, который бросал камешки с высокого бережка. Просто кто видел Сахалин, не на бумажном фантике. Кого ебут, как нас ебли, тому не до романтики. Дело не в том, что дрючили боевой работой. А то, о, вот, у вас там быть, что? Боевая работа была самой главной. Мне время было 25 секунд, чтобы преобразователи. А подлетное время КФС станции. Есть с Алиутских островов подлетное время 4 минуты с Алиутских островов. А Интерпрайс, Медуэй, они вот рядом в Охотском море стояли. Это, я, как сказать, работали, как говорится, на износ. Ну, не износ. Ну, а в самоволку ходил. Потому что у меня был друг Дементьев, ну, с Хакасии. Он меня никогда не подводил. Он старший дизелист был, помощник. Я ему оставляю, говорю, ты сиди, а я пошел. Эти 18 километров пешочком. Там телочка была.
было дело, как говорится, вот там, да на полигон едешь, на полигон, вот, в Телембу, это Д4, а, с проводницами, ну, с молодыми, как идешь в вагонный ресторан. Вот давали мне в вагоне ресторана водка. Офицеры сидят там, офицеры, в вагоне ресторане. Ну, вся командование. А я захожу, что? Я говорю, да вот, ребятам там кефир надо. Хотя 40 литров у меня под ногами спирта. Но это не трогай. Ну, там обслуга разносят. Я, вот сейчас кефир. А там водочка. Все нормально. Все отлично. Ой. Кефир, хлеб выпить. И а в Бурятии вообще спирт. Ой, сколько он стоил-то, господи, забыл. 7 рублей спирт питьевой в магазине. Солдатам нельзя в форме. Давали. Тихо, спокойно. Не знаю, вот, почему просто отношения. Я никому, ну там немножко болтану что-нибудь, ну, ой, какая красивая, да там, ну, а что, я считаю, ой, красавица. Да что, я говорю, красавица, девушка. Выпить давали, ну, выпить, купить никому. Не знаю, даже эти самые, я их офицеров всех, кадетов, никогда, вот, даже в Леонидов полковой караул ездят, их проверяют. А меня никогда никто не проверял. Вот не знаю почему. И знали, что выпиваю. Но они... В чем дело? Потому что я начальник дизель-электростанции. Я им офицерам вход запретил. Я говорю, допуск есть? Нету. Все, извините. А допуск это надо у энергетика. А энергетик у нас такой был. Пройдоха. Ну не пройдоха, мужчина уже ему дослужить осталось. Он сам с Кубы, на Кубе служил, а туда на Сахалин там год заново считается. Ну, чтобы и пенсию повыше. Ну, так, Анатолий. Он так меня звал, но постарше. Так, Анатолий. Что сегодня будешь делать? Я говорю, ну как, у меня дизеля, надо все проверить. Все. Насчет этого меня классный, даже привозили со второго, с третьего дивизиона. Вот, чистота. А мне, что, я ребятишкам, ну, я их так и звал ребятишки. Так, вот вам страница, выучили. А эти, дизеля, когда работать спать хоть, чтобы у меня чистота и порядок был. Все, просто раз, поддон. Ага.
снизу, грязно. И прямо вот так вот по лесу. И потом подъем, ставить. Я говорю, ну у кого? Раз. Ну, не проспали, вот читали и учили. Я говорю, ну, теперь вот давайте мне вкратце, что вы выучили. Ну, они на меня не обижали. И я на них не обижался. Я их жалел. Ну, а что они с 55-го года в деревне там. Ну, вот в деревне. А вот даже смешно, может, не смешно. Но когда у нас был мне кулак своего начальник штаба дивизиона здоровый. У него кулак с мою голову. И вот, ну, у нас этот плац, что-то там. Ну и где это, травой вот заросло, построил. Ну, ребята из деревни, я вот так, надо скосить. Кто выйдет? Вот весь анекдот в чем. Я выхожу. Вот ты москвич, что ты? Давай я посмотрю. Ведь никто не вышел. Я же говорю, ребята, мы с деревни, что вы, сено не косили, что ли? Боялись, что косу. Я прошел, скосил. И они сами удивились, как скосил я. Он говорит, ну, Кузьмич. Но он меня, Анатолий, а так вот, ну, когда к нему в кабинет зашли, говорит, ты что ты, блядь, универсал, что ли? Я говорю, а при чем универсал? Я в деревне был, косил. У меня материна тезка, она инвалидка была, а у ней корова. Ну, они там с соседской держали корову. Ну, полкоровы будет. И коров доил. Ну, это другой разговор. А я говорю, ну, ребят, ну вы же... Да там приморские хохлы, они... Вот тогда что-то выебывались всегда, приморские. Ах, да мы тут... О, 70-е годы. Вот. Да это мы завоевали. Вы, Бендера, вас сюда выселили, еще не расстреляли. Вот, правда, и тогда хохлы, они чуть немножко, у нас сколько их было? Раз, два, в общем, половину дивизиона. Так, сами... Дело в том, что сами себя срали. Не сами себя, вот друг друга. Блядь, за лычку это больше, как я говорю, лучше иметь жену, проститутка, чем друг ефрейтор. Лычка, лучший солдат. А уж я сержанта получал, он своих гонял. Ну, это... Вспоминать это другой раз. Приехал я, вернее, не приехал, привезли с Вьетнама. Там я 3 месяца служил. Ну, как в Ханой мы, там, аэродрома.
прикрывали. И форма-то, шорты, безрукавка и кепка. У нас пилотки все. И приехал в полк, и меня раз уже в Тельныбу на полигон это, ну, Байкал, Д-4 самолетом, там поездом. Вот Д-4. Ну, до Хабаровска читали. До мы ехали. Вот. А я уже выпишь, не переодетый. Ну, деньжата были на кармане. Потому что в полку выдали. Переодеть меня не успели. Сели в поезд. А офицеры, я как сейчас помню, 7-й вагон, вагон ресторан в 11-м вагоне. Ну, офицеры там уже разбежались, как говорится, по своим каютам. Ну, я пошел потихонечку. А вагон-ресторан закрыт, а управляющий. С Хлебниковым пошли, он из Владивостока. Ну, взяли я 2 бутылки водки, и вот как сейчас помню, бутылка вина. Ну, идем, и вдруг стоит девчонка. Ну, я к ней прикалываться начал. Вот. Она, как мне сказала, а у нас сейчас смена в 2 часа ночи будет. Ты увидишь и от меня отстанешь. Ну, красивая девчонка, очень. Ну, я говорю, давай, Клемент, будешь пить? Но он боялся все это. И вдруг выходит, заспанная вся, очень заспанная выходит. Я говорю, помочь? Ну, я вагон знаю, как открывать. Запустил. И вот весь вопрос. Не вопрос, это просто жизнь такая. Она умылась, привела себя в порядок. А эта подруга, как его, Ольга, почему-то Маринка опять. Они Хабаровский институт железнодорожного транспорта, и вот у них типа, ну как, практика подработки до Москвы и потом обратно. Честно скажу, да, тогда глупость я сделал, когда с отпуска летел к ней. Хабаровский институт железнодорожного транспорта. Хабыжит. Вот. Но мы эти 2 суток, нет, никакого секса не было. Никакого. Мы просто целовались, сидели. И я укачал немного. Ну как, венца, там, ну что, они же студенты, но красиво. Ух,
Я вот глупость одну сделал, что... А вот когда все темы вышли, и вот весь тот, опять анекдот, не анекдот. Отец у них военный летчик, полковник. И вот ему тоже выходить. И я вышел. И она со мной. Она говорит: папа, сейчас. А нас уже ждал машина еще 120 километров ехать в Бурятию. Как говорится, бурятцы, вытащишь сопли, ты выезжаешь в Россию. Там стало. Вот. О, красивая. Но секс не было, но любовь была. Потому что она очень такая. И фигура, и все. Ну, стыдно, как говорится, который прошел огней и воды, медные трубы с бабами. Вот это. Но адрес я ей не дам. Вернее, написал, наверное, на фотографии, на своей. Не знаю, была, но никто не сказал, была она, не была. Это. Вот. А потом, когда с отпуска ехал, хотел, ну, на отец у нее, а потом на полигоне встретились. Просто случайно. Они летуны, а мы ракетчики. Ну, это, в Телебе река Витим есть, и Телеба, поселок. Там офицеры жили, а собирались у нас. А остальных, про остальных потом, ой, Господи. Даже жен мои знают. Танька Языкова то знала. Ей отписывали до такой степени. Ну что, пошел 18 километров. А там у меня подруга. А утром, ну я уже тут плевал на все, я же на станции жил. И там познакомился в Баяковой. Но там отец. Просто я пришел туда, что-то взял 11 бутылок водки, представляешь? А это пешком идти 18 километров. Ну, думаю, зайду. А там палатки стали, икра. В общем, рубль стоило. Это 2 кружки пива и вот, ну, баночка икра. Ну, не покупная же. Ну, они же, икра у них. Она как шла на закуску в придачу. Хочешь рыбы, тебя нарежут. И с одним мужчиной познакомились. Он, ай, пошли ко мне. А он на станции работал. А там утром и вечером. Утром и вечером. Все, поиска. А я себе на поезд посажу. Напились. И он познакомил меня с дочерью. Мать русская, он сам, ну, Еляк Орыч, низкие они там, ну, как японцы их называли, еляки.
ну, геляки это типа собаки там. О, красивая. Вот мать русская, она с Ленинграда, но она попала туда рыбу ловить. Тогда же было, деньги большие получат. И как они полгода в море, ну это, женщина, а потом получают денег и начинают гулять. В Ленинград она собралась и уже 10 лет не была ни разу. Вот так вот. Ай, Господи. Женщин в армии, скажу честно, я не в этом дело, что но они сами приезжают. Я им, нет, ну, в свое время красиво говорил. Особенно в Чите, с Петропавловска. Сидят две такие, а вы как раз с полигона, а в Чите нас, подожди, в Хабаровске, господи, все, в Хабаровске. Ну, а там нас на самолет и то бросали на Южный Сахалинск, то в Поронайск, там сидели две красивые, а нас, ну, в зал кинули. Солдат, ну, в общий зал ждать. Сидят две красивые и спят. И вот тут я деревьям. Ой. Они говорят, а нам сон снился. О чем вы потом, когда проснулись, уже это, не, ну, и пошли мы гулять. Утром рано. Ну ладно. А вот. Ой. Это просто анекдоты про армию. Ну, я не знаю, для кого-то анекдоты, а для меня анекдот. Если офицеры ко мне относились, я никогда честь не отдавал офицерам. Никогда. Пилотку никогда мне на голове. Вот я только оп, почесал, они мне честь отдают. Вот так вот. Я их звал кадетами, полковников. Но они почему-то ко мне... Ну, нет, некоторые письма писали, но за это они там. Эх. Правильно рассказать это еще. Это просто вот что отрывочно. А если по порядку рассказывать, это тогда 2 года надо. Так, ладно, я глотну. Видишь что? Ой, Господи. И анекдотов полно. Ну, не анекдотов, а смешных случаев, Господи.
Но для меня как-то это так, смешной случай. На- Он вроде серьезный вообще, а оказывается потом, блядь, анекдотичный случай. Эх, а чё? А не смешно? Берут у меня солярку. А, ну, как, там печки, ну, офицерские, поселки, ну, печки, блин. Свет это ходил, проводил, столбы ставил. Вернее, не ставила, руководил ребят, брал солярку, дрова запихивает, блядь, а кадет, офицер, капитан. И соляркой обливает. Ну и что получается? Конденсат. Раз, не загорается. Но загорело что-то. А кордоном разжигал. Я дурак, что ли? И угольки остались от кордона. Он еще солярочку туда наверх. Я говорю, ты же видел, что белый пар. Он спичку туда хуяк у него, блядь, пол печки разнесло. Че, неправда? Правда. А солярку всегда просили. А у меня солярки эти привозили. Я только из-за масла брал. От электричества, ну, от сети дизеля только прогревал. И когда боевая работа на 12 минут включил. Только масло. А солярку продавал в армии. За 2 бутылки водки 4,5 тонны. А мне куда сливать ее? В резервный? Оно весь полный. Дизеля у меня всегда залиты по полной программе. Но масло почему-то жрали. D6 это дизеля. Вот из-за масла я очень легко делал. Щечка идет. А я от сети. И пошло на. Включал я их только при боевой работе. А так. И КФС. Все. 12 минут от сети поработаем. Почему у меня допуск свыше 10 тысяч вольт был. Ну, где-то, не знаю, валяется у Любовь Васильевны или нет. Но это время прошло 50 лет. Так что. А прибыл работу. Да, расскажу. Вот просто, ну,
Это сейчас у меня какой-то немножко. Раз. И про всех телок рассказал. А, про работу расскажу. Но вы узнаете на каком. А, Десна дневная. А, и, наверное, наверное, это пойдет. Сейчас вот. Так. Просто, как говорится, что-то живу я сейчас, говорится, честно. Сами не поймете. Я не пойму. С сестрами не дружу, на дачу меня не пускают, хотя я бомж, короче. Вот в больнице был, даже когда операцию сделали, даже пенсию сняли. Ну, как это вот так может? А сейчас даже я армию вспоминаю с большим-большим удовольствием. Я вот честно скажу, в армии я был, да и всю дорогу человек, как говорится. А в армии вообще, эх, вернуть те годах. Надо было бы остаться там, оставляли. А я дурак. Жил где-нибудь, не то что на Сахалине. 750 рублей в советское время, в 70-е годы. 750 рублей. И плюс льготы полные. А я, блядь, всю дорогу вроде умный, а оказывается дурак всю жизнь. Была у меня у друга тетя Валя Шума. Она тогда мне сказала еще, говорит, чем больше добра делаешь, один раз чуть не так, и все. И пиздец себе. Ну ладно, что-то. Я немножко устал. На электричку сяду, поеду. Куда мне можно поехать? До Рязани. Туда-обратно сгоняю. Погреюсь. Так что вот так вот жизнь. Армия. Армию я с удовольствием вспоминаю. А если рассказать всю ее подноготную, ну, не, как я там служил, надо было остаться бы, а я дурак. Вот так вот. Видишь, не думать, что я дурак. Я машинистом отработал, машинистом Москва-Ярославская. На пенсию ушел. 55 лет. Вот 18 лет. И вот 2 года. Ой, 2 года. Сколько? Так. О,
Мороз у меня сестры старшие. Одна с 48-го, другая с 50-го года, а я с 52-го. Мороз меня выгнать. За что? Не знаю. Одна, другой что. Это я уеду, то сам, блядь, говна сколько из-под нее вытащил. Ладно. Надоело мне все это. Живу он как бомж. Ё. Так что тяжело в кустах. Завтра пойду рыбу ловить. На Черное озеро. Сяду, банки. Там у меня 2 пакета банок, сдам банок. Потом поговорим. Поговорим. Поговорим, Толя, сам с собою. Ой, Господи. Тяжеловато стало жить. Но, чё, 72 года прожил. Но на старость лет, видишь. Так что, так, до завтра. Сейчас я бухнусь в кустах спать. До свидания, друзья. До новых встреч.